Ну что, я на радио? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Заканчивай свой день на мажорной ноте. Вечернее драйв-шоу «Форс-мажоры». Максимально интересно, полезно и сверхмузыкально. В студии Лена Аблаева и Володя Полетаев. Лен, у меня тебе вопрос на засыпку. Тебе какие мальчики больше нравятся? Сильный, подтянутый или Вовчик? Так, я... А в нем подумай, прежде чем сказать. Нет, конечно, Вовчик. Отлично, это ответ правильный. Но у нас сегодня в гостях человек, который знает, как держать себя в форме, без фанатизма. Антон Качукас, фитнес-тренер, с которым разговоры о питании становятся понятными, ну а слово «колораж» перестает пугать всех. Также Антон у нас является бронзовым призером чемпионата мира 2024 в категории «Классический бодибилдер». И мы рады тебя, Антон, приветствовать. Два неоклассических бодибилдера. Привет, Антон. Здравствуйте. Антон, я сразу с места в карьер, я ничего в этом не понимаю. Классический бодибилдер. Это что? Это из роста вычитается 100 и добавляется определенное количество, ну, допустим, в моей категории надо было плюс 8. Это именно категория, которая именно подразумевает определенные ограничения. Ага. Понятно. Классика. Классика. Все по классике. Понятно. Так, скажи мне, вот мы сразу сейчас по важным вопросам, которые интересуют наших радиослушателей и нас прежде всего. Почему одни едят все подряд, не толстеют, а другим нельзя даже на булочку посмотреть? Ну, это генетика. Генетика. Да. Что скрывать? У всех разный метаболизм, и от этого зависит, набираешь ты от булочек или не набираешь. То есть шансов изменить этот процесс нет. Если вот мне дано набирать от одного взгляда, да, то я так и буду. Не, но если раскрутить тот же метаболизм, да, кушать регулярно там через определенное время, то есть это будет раскручивать метаболизм, и можно и кушать и булочки, и все, что хочешь. Хорошо, ладно, есть надежда. А если, тогда уж заговорили про метаболизм, действительно ли он замедляется после определенного возраста, или это все отмазка ленивых? Да, он замедляется. С каждым годом он все медленнее, медленнее, как уходим в спячку, грубо говоря. Тут я и думаю, это не я ухожу в спячку, это мой метаболизм. Скажи, работает ли вот это «ешь меньше и худеешь», или это уже не модно, не ново и неправильно? Ну, кушаешь меньше, само собой ты будешь худеть, но есть определенные грани колоража. Опять же, если мы убираем очень много, то, соответственно, метаболизм настолько замедлится, что худеть точно так же не будем. А может быть, даже наоборот будет? Да. Может организм будет накапливать все как губка и не будет отдавать назад. То есть я даже буду есть мало, да, мне кажется, я буду есть мало, и все равно буду поправляться? Да. Что такое? Что такое? Как из этого круга выйти? Ну, на самом деле существуют определенные формулы, да, по которым рассчитывается колораж, и из этого колоража добавляется степень активности, и уже либо уменьшается, если мы хотим убрать, да, там на 200-300 калорий, либо если мы набираем, то тоже там от 300 до 500 калорий мы пытаемся добавить, и тогда уже смотрим по своему качеству тела. Угу. Вот хорошо, что ты заговорил про калории. Вот эти вот 1200 калорий пресловутые, которые нам все время впаривают, а это действительно рубеж, который универсальный? Да нет, на каждого человека надо просто рассчитать, допустим, есть расход калорий в покое Сан-Жеро, да, для мужчин это 10 умножаем на вес тела в килограммах, плюс 6,25 помноженное на рост в сантиметрах, и минус 5 умноженное на возраст человека. Для мужчин это плюс 5 еще добавляем, а для женщин минус 160. Для мужчин, значит, как всегда, все как всегда, для мужчин плюс 5, для женщин минус 100. Что это такое? Ну, потому что у мужчин организм вот так вот предрасположен. Мне вам потому опять что повезло, потому что... Да, если он будет меньше есть, значит, соответственно, он будет настолько ленивый, что ему вообще ничего не будет хотеться. Куда уж больше-то? Куда уж больше? Нужно ли считать калории, вот ты сказал, да, нужно считать калории. Нужно ли считать калории всю жизнь, или это все-таки какой-то этап, а не образ жизни? Не, ну, для меня это образ жизни. Да, так скажем, я все-таки... тренер, да. Ну, ты спортсмен. Да, ну и спортсмен, и тренирую, поэтому я бы
так сказал, что один раз посчитав и, допустим, пару недель так посчитаешь, это будет проще потом следить за своим колоражом все время. То есть это уже у человека приходит в привычку. А что важнее тогда считать, я запуталась, калории или баланс белков, жиров, углеводов? Белки, углеводы это у нас по 4 калории, жиры у нас по 9. То есть, соответственно, все равно, что мы съедаем, да, мы все равно будем употреблять калории. То есть, соответственно, и то приветствуется по подсчетам. Просто, если мы берем те же жиры, да, я бы как многие говорят, после 6 углеводы не есть, но я бы просто немножко меньше на вечерний прием бы оставлял. В течение дня у вас активность больше, то есть, соответственно, вы поели, вы активно ведете целый день, а когда ближе ко сну вы поели, у вас желудок полный, и, соответственно, он вообще остается у вас в желудке, и с утра ощущается тяжесть. То есть я сейчас подытожу то, что мой мозг уловил. Если я хочу съесть конфетку, я ем ее в первой половине дня. Да, это будет лучше, потому что потом целый день на ногах, грубо говоря. Ага, это кто как, кому как. Вот булочки, хлебушек, вот это вот. Надо ли от него отказываться, если все-таки я хочу, похудеть, скажем, сбросить? Но я бы так сказал, если качество тела хочешь добиться, да, то я бы убирал бы. То есть вообще убрал? А бутербродик утром? Но опять же, можно цельнозерновой хлеб. Да, это же считается тоже хлебушком. Это считается как хлеб, но это уже цельнозерновой. То есть степень усвоения будет всплеск инсулина, сахара в организме, это будет немножко по-другому организм будет воспринимать. То есть белую булочку выкидываем, берем цельнозерновую, и можно смело съесть бутербродик. Да, я бы все-таки больше на это налегал. А ты, кстати, сказал, упомянул сам, я за язык не тянула, по поводу после 6, что-то там, да? Так можно есть после 6 или нет? Конечно. Да? Творог можно. Все, у меня нет вопросов, выходим. Хорошо, с хлебушком разобрались. А картошечка? Запеченная. Она у нас остается цельнозерновая. А вареная? Вареная это уже будет больше как крахмал. То есть уже будет... Бесполезная, получается? Да. То есть в запеченной, получается, сохраняется... В запеченной сохраняются все полезности, так скажем. Так, главный вот этот камень преткновения сейчас вода. Сколько нужно пить ее в день? 0,3 на массу тела, это будет оптимально. Так, Вов, ты пока считай. Грубо говоря, если человек 100 килограмм, это 3 литра в день. А это немного? Да нет, это стандарт мировой, где, всеми приняты. А это зависит от того, вот эти, допустим, 3 литра, да, от 100 килограмм, зависит от его активности или нет? Нет, это работа организма просто. В любом случае, да? Да. Угу. Если бы ты выбрал один кардиотренажер, какой? Ступеньки. Ступеньки? А да. Коленочки? Что? Коленочки там не ломаются, хрустят, да нет, болят? Это же ты Нет, просто мои хрустят, я поэтому спрашиваю. Я бы, наверное, добавил какую-нибудь просто добавку для суставов. Если бы так все было просто. Хорошо, тогда вот еще один миф, может быть, не миф. 10 тысяч шагов. Вот если я их хожу, могу ли я считать, что я норму активности выполнила за день? Не, опять же, смотря сколько мы калорий съели. Да что такое-то? Да, то есть можно пройти и 10 тысяч, но если, грубо говоря, перед сном съесть большую пиццу, которая там 1700 калорий, то я не думаю, что 10 тысяч это будет твоя норма в этот день, да? Да. Какие-то ошибки, которые совершают новички, вот ты заметил, чтобы прям вот каждый раз одна и та же ошибка? Перебор жиров, наверное, скорее всего. Если мы берем план питания, да? А вот, кстати, давай, ты, может быть, в голове вдруг вспомнишь так, без подготовки. План питания, берем новичка. Что он переедает? Он утром много яиц ест? Или в обед? Как можно переесть жиры? Грубо говоря, приходим в ресторан, да, и мы заказываем салат. Так. Никто не учитывает, сколько там оливкового масла идет, да? То есть потом... Или цезарь с майонезиком. Опять же, да. Плюс, если мы идем в ресторан, это может быть такой легкий секрет, что мясо чаще всего замачивают в масле, чтобы оно было более вкусное. Да? То есть, соответственно, колораж увеличивается. То есть, если вы приготовили дома, вы знаете, как вы его готовили. То есть, грубо говоря, на антипригарной сковородке, да.
либо гриль, либо там пароварка, да, то есть как бы тогда вы знаете, как вы его приготовили. А если все-таки там ресторанная еда, да, там все-таки, ну да, вкусненько как бы, но там уже... Но вы не знаете, как этот вкус чем добивается. Вполне возможно, что эта курочка, та же самая грудка, могла мариноваться в каком-нибудь майонезном соусе. Вот, да. Ну, кстати, раз уж про грудку мы заговорили, сама слышала такое утверждение от одного тренера. Хочешь есть, ешь белок. Верное? Но, опять же, перебор белка для желудка, как он будет восприниматься? Плохо. Ну, вот надо тогда побольше клетчатки лучше добавить, я бы так сказал. То есть хочешь есть, ешь клетчатку. Ну, опять же, перебор не нужен, не надо переходить в крайности. Должно быть сбалансированное питание. Да, если мы берем не спортсмена, а именно человека, который повседневно кушает, да, смотрит за своим телом. Как бы так. Ну что ж, мы продолжим через музыкальную паузу. Разговор с Антоном Качукасом, бронзовым призером чемпионата мира 2024 в категории классический бодибилдер, а также персональным тренером. А ты все еще не подписался на канал? Не забудь подписаться. Форс-мажоры. Вечернее драйв-шоу на Радио Максимум. Итак, для тех, кто только что присоединился к форс-мажорам, сегодня у нас в гостях человек, который рассказывает нам, зачем считать калории и почему не обязательно страдать ради своей физической формы. Антон Качукас, фитнес-тренер, который разбирается в питании, тренировках и здравом подходе к своему телу. Продолжаем, Лен. Продолжаем разговор. Антон, скажи, пожалуйста, если я хочу есть, а уже из колоража вышла, да, за пределы, что такое можно схомякать? Но не всегда организм понимает, он хочет есть или больше пить. То есть сначала попить? Да, сначала попить воды, а там уже... Хорошее уточнение. А там уже все подряд пошло. Да. Но, опять же, тогда лучше белка, да. То есть, если хочется все-таки что-то перекусить, лучше белка. Вот как раз к белку мы плавно и подошли. Как понять, сколько его надо есть и где легче всего его добыть в хорошем количестве? Но, допустим, если мы берем утренний прием, то это уж и яйца, яичница там, да. Омлетик? Да, омлетик, все вот это вот. Куриная грудка. Но, опять же, я, допустим, не фанат куриной грудки, да, особенно на подготовке, когда она вареная, там, либо тушеная, то есть это вот такое, да, есть такие вот... Невкусная. Больные люди, так скажем. А рыба, если мы, опять же, учитываем жиры, да, то есть, как бы, мне больше нравится лосось. Да, то там есть, достаточно белка? Там белка, да, конечно. А жиров? Там же и жиров ого-го. Да, но если мы не выходим за определенные рамки, которые нам требуются, грубо говоря, на повседневной жизни, да, вот у нас есть колораж, если мы не выходим, то можно лосось. Так, ты мне потом, пожалуйста, жиры напиши, сколько мне надо есть. Я начинаю волноваться, как будто я перебираю. Хорошо. Творог. Да. А скольки жирности лучше? Вот. Опять же, да, если мы берем 5% он будет полноценный, да, если мы, опять же, грубо говоря, там на какой-то подготовке, к какому-то празднику подготовиться, то, я бы обезжиренный брал бы. То есть ты нормально относишься к обезжиренным продуктам? Я знаю, что многие категорически против. Да нет, тут надо просто смотреть по своему качеству тела. Вот я бы на это больше как бы налегал. Но многие как бы уходят из крайности в крайность, вот именно надо вот на весах видеть там 50 килограмм. Ну, это девочки в основном грешат. Да, но я считаю, надо смотреть в зеркало. Да, то есть если мы все-таки хотим именно визуал, то лучше в зеркало посмотрите. А 50 килограмм бывают, такие 50 килограмм, что я бы лучше покормил этого человека. То есть они еще и разные бывают. Да, конечно. Даже, наверное, на одном человеке они, наверное, бывают разные в разный период жизни. Правильно? Конечно, то есть в 20 лет девочка 50 килограмм и женщина 45 лет, это будут разные 50 килограмм. Конечно. А можно ли держать форму без спортзала? Вот сейчас успокой нас, пожалуйста, только на питании. Но на питании, я считаю, будет тело немножко все-таки обвисшее. Да? Все-таки, если мы хотим сделать красивое тело, подтянутое, зал все-таки, я считаю, приветствуется. А массаж не решит такой вопрос? Массаж это для ленивых? Да. Но я считаю, что нет. Это массаж можно поставить с растяжкой. То есть вроде как и неплохо, да, но не решает всех вопросов. Да, массаж это восстановление. То есть, как бы, я считаю, как бы после тренировки на массаж либо растяжку сделать, это вот большой плюс.
Еще и массаж туда. Конечно. Когда же работать-то? Когда работать? Ну, надо успевать. Вот, вечная проблема. Колораж в приложении. Многие считают, ну, по-другому, наверное, это удобно, забил, да, но в реальности они почему-то иногда, цифры вот эти, да, там и в реальности они не совпадают. В чем причина? Ну, опять же, да, вот сделали какой-то продукт, да, они забили этот продукт в эту систему. И многие просто это не меняют, и вот... Ну, то есть... Приложение не обновляется. Да, приложение там обновляется, просто человеку удобно уже, он забил, и все, как бы, да, грубо говоря, там штрих-код можно считать, да, считать, да, с творога, да. А если там идет серия, допустим, творога, а потом они что-то поменяли, и как бы уже продукция пошла с другим этим. Хотя, ну, как бы, это могут и не менять. Ну, опять-таки, творог же бывает, да, правильно ты сказал. Я забил на творог, например, там какой-то кудуюст, да, а он есть там с зеленью, он есть с какими-нибудь ягодами. Это что же меняет колораж? Но в определенных программах все-таки учитывается, да. А можно ли сжечь бургер просто на беговой дорожке? Вот сейчас давай этот бальзам. Я все не сдаюсь. Пожароопасная ситуация. Я поела, да, а потом побежала. Но... А потом как бы в ноль уйти можно? В ноль. Ну, признайся, можно же, да? Ну, можно. Да. Я бы так сказал, да. Опять же, возвращаясь к колоражу, да, если мы все-таки за целый день вот съели, допустим, определенный колораж, у нас учитывается степень активности, да, и если у нас эта степень активности увеличивается, ну, соответственно, оно будет нормально сжигаться. А если мы бургер как бы добавили колоражу, то не факт, что он сожгется. А активность осталась та же. Хорошо. А как ты относишься к людям, которые в свой колораж умудряются вписывать какие-нибудь тортики, ну, сладости? Это нормально? Но... Или это не работает тогда? Я как раз обсуждал это вот с клиентами. Если мы берем 1600 калорий, да. 4 сникерса. Это всего? Вот, да, 4 сникерса. Но мне нормально на день, мне хватит. Отлично. А что произойдет с организмом? А что произойдет? Он будет счастлив. Да. БЖУ, во-первых, сахар будет высокий, скорее всего, это сахарный диабет, да. Жир отложится. Я не думаю, что в течение дня будет такая прям активность и за целый день. То есть это прям будет, мне кажется, ленивый человек, потому что всплеск инсулина, то есть усталость, ну и все. Сопутствующее. Все, нельзя сидеть на этих шоколадках. Самый странный вопрос от клиента о питании, вот, который тебе приходится слышать. Самый вот нелюбимый. Мне одна девушка подходит и говорит: я ем нежного крабика. Нежный крабик сегодня нежный. Я думаю, что за нежный крабик? А потом на третью тренировку она мне все-таки присылает, что это. Оказались крабовые палочки. Это название нежный крабик. Там реально было написано нежный крабик. А я сегодня ем говядину. Не факт, это как бы не отменяет, что он в бургере находится вообще, эта говядина, котлета. Самое интересное, она не понимала, почему он не худеет. Она целый день ела этого нежного крабика. Ну, верила. Она верила в него больше, чем мы в себя. Давай перейдем к нашей игре. У нас есть традиция «Норм или стрём». Мы задаем вопросы, блиц-опросы, ты отвечаешь. Так, поехали. Взвешивать каждую крошку и записывать приложение. Норм или стрём? Стрём. И есть пиццу после тренировки. Норм или стрём? Смотря на каком этапе. Наверное, норм. Так, вот это мне нравится уже. Заменять еду протеиновыми батончиками или коктейлями. Норм или стрём? Норм. Не есть после 6. Норм или стрём? Стрём. Тренироваться каждый день. Норм или стрём? Опять же, на каком этапе? Если мы берем... Давай берем обычного среднестатистического человека. Стрём. Бежать на утро 5 километров в наказание за разгульный вечер вчера. Норм или стрём? Стрём. А почему? Да, зачем себя так наказывать? Это повышение... Всего. Да не, это самобичевание, которое не требует от человека. То есть просто на следующий день скушайте поменьше, да и все. То есть погуляли, надо наслаждаться этим. Да, а то повысится, опять же, если мы берем анализ крови, да. Сахар, что-нибудь еще? Не сахар, это... уровень кортизола. Потому что человек начинает загоняться, и с каждым разом все загоняется, да. Так, ладно, следующий вопрос. Делать разгрузочный день. Норм или стрём? Стрём.
Сначала худею, потом качаюсь. Норм или стрём? Ну, знаешь, многие же сначала худеют, а многие как будто наоборот вес набирают, а он на массе. Ну, Как лучше? Опять же, на каком этапе, да, и все-таки какая степень у человека уже спортивного прошлого, да, то есть мышечная память всегда присутствует у человека, который занимался. Наверное, все-таки норм. Норм. Хорошо. Договорились. И есть один и тот же набор продуктов изо дня в день. Норм или стрём? Норм. И есть перед сном, но вписываться в колораж. Норм или стрём? Норм. А сладкое? Стрём. Хотела подловить? Да, это не получилось. Ну что, я задала все вопросы, меня интересующие. Надеюсь, что вы тоже получили ответы на свои вопросы. У нас в гостях был Антон Качукас. Бронзовый призер чемпионата мира 2024 года в категории классический бодибилдер, а также персональный тренер. Антон, спасибо тебе за эту потрясающую компанию. Потом мне, пожалуйста, формулы расчета, пожалуйста, И мне оставь. жир, пожалуйста, там высчитайте, сколько можно весить. Хорошо. Спасибо. Да, спасибо. Форс-мажоры. На радио «Максимум». Прям говорим прям ровно туда, а если отвернешься, то нихера пропадает звук. И когда мы уходим вне эфира, я не сразу микрофон отключаю, то есть мы материться. Ну не сразу, можно, но попозже, надо дождать до 5, потом можно.